Привет! Ну вот я пересмотрел, наверное, пяток разных видео по поводу 5 топ-советов по сведению. У каждого свое мнение, и из того, что я видел, с большинством я согласен. Это и Лукашев, и еще там другие ребята. В общем, да. Но у меня есть своя версия, топ-5 советов, что нужно делать, чтобы получить хороший микс. Первый совет касается стартовых громкостей. То есть, когда вы начинаете сведение, пожалуйста, поставьте все уровни громкости хотя бы там на минус 15 дБ. Потому что вы соберете там 50 дорожек, и в конечном счете вы уйдете в плюс, у вас не будет хедрума, а у вас будет перегруз. Итак, громкость. Вопрос громкостей, он неоднозначен в процессе микса и в процессе разговора, мы еще к нему вернемся. Следующий очень важный момент – это подружить инструменты. Я сейчас скажу такую вещь, которая будет сразу, наверное, не очень понятна. Да? Речь идет о чем? О том, что все частотные диапазоны должны быть сбалансированы. Вот что это значит? Вроде как бы пока не очень понятно. На самом деле все очень просто. У вас есть хед, шейкер, тамбурин. Каждый из них должен занимать свой частотный диапазон. Как это сделать, как это реализовать? Мы будем это проходить в студии на практике, но сейчас я скажу следующим образом. Вы должны включить, предположим, вы хотите подружить хед и шейкер. Да? Включите оба инструмента в соло, и дальше, эквализуя хед, вы слушаете момент, когда вы очень четко будете слышать шейкер. Это значит, вы нашли ту частоту для хеда, которая подходит для шейкера. Дальше вы берете то же самое и делаете с шейкером, дальше то же самое с тамбурином и другими инструментами. Но я сказал, что все частотные диапазоны должны быть сбалансированы. Это значит, что кик и бас должны тоже подружиться. Они не должны работать в одном спектре. Если у вас кик работает на 80 Гц, то басу эта частота, она будет мешать. Это не значит, что надо делать вырез, как вот многие советуют. Я этого не придерживаюсь. Я никогда ничего не вырезаю. Я просто нахожу нужную опору для баса. Допустим, я хочу сделать бас более фундаментальным. Значит, мне нужно поднять диапазон примерно от 100 до 150 Гц. И вот в этом диапазоне я ищу тот тембр баса, когда он станет действительно фундаментом фонограммы. После того, как я это нашел, я к нему подключаю кик. Потому что кик в этом басу должен не утонуть. Он должен быть в другом немножко диапазоне. И у каждого кика есть своя частота фундаментальная, где он звучит лучше всего. Включая бас, я кручу эквалайзер на кике и ищу. Хорошо, 45 Гц отлично для этого кика. Но это сабниз, это не всегда хорошо. Поищем еще. Двигаемся, 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 двигаемся. И где-то в диапазоне вот от 40 до 100 Гц мы всегда найдем нужную опорную частоту для кика. Тогда, когда она не будет мешать басу. Ну вот в данном примере я сказал, предположим, эквализация баса достаточно плавная с подъемом на 120 Гц, а кик подъем на 80 Гц. Хлоп, и они сразу срослись и подружились. Вот. Это же касается всех остальных инструментов. Также у вас, допустим, если у вас 3-4 партии гитары, если они записаны на одном инструменте, одним музыкантом через один кабинет, вы их включаете вместе, и у вас каша. Вам их нужно частотно разнести. Да? Вот это и есть спектральный баланс. Второй пункт. Спектральный баланс. Как только вы подружите все инструменты, микс моментально начнет звучать понятно и прозрачно. Но нужно, чтобы рабочий не был похож на хед, хед не похож на шейкер, гитара одна не похожа на гитару другую. Фортепиано, предположим, фортепиано ниже, гитара выше. Гитара ниже, фортепиано выше. Синт высоко, пэд низко. Наоборот, вряд ли, но иногда бывает. Пэд высоко, а синт низко. Стартовые громкости в миксе. Первое, что надо сделать, ну вот посмотрите, у меня сейчас мастер шина
стоит на минус 10 дБ, да, потому что каждая дорожка звучит достаточно громко, и если я ее подниму, то у меня пиковый уровень уйдет за все возможные пределы. Вот сейчас при уровне минус 10 на мастер-шине у меня общий уровень минус 3,4. Если я подниму, у меня будет транкейт и перегруз по мастер-шине. Поэтому первое, что лучше всего сделать, это опустить все тейки, допустим, на те же минус 15 дБ. Минус 15. И теперь мастер мы можем поднять обратно по уровню. И сюда мастер в 0. Баланс громкостей начинаем с кик-драм. Ну, то есть, по сути, сведение мы всегда начинаем с ритм-секции, если она есть, конечно. Если ее нет, тогда мы с нее не начинаем. Первое, что нам нужно сделать, это нам нужно подружить бас и кик. Несколько секунд на то, чтобы познакомиться с мультитреком. Такой вот мультитрек немецкий. Достаточно объемный мультитрек, то есть тут ритм-секция, фортепиано, лид-вокал, студийный хор ближний план, хор дальний план, фиксы, пиано и много гитар. Начинаем с кик-драм и бас. Слушаем бас. Первое, что мне не нравится, то, что он рычит и шипит, но при этом низа на нем нет, как такового низа нет. Давайте попробуем поднять ему низ. Найдем полосу VQ, которая поможет сделать его действительно фундаментом фонограммы. Вот здесь у него ничего нету. Вот здесь он нам дает опору какую-то. Ну, гейн плюс 8 это многовато. И еще мне не нравится, как он рычит наверху. Он фактически пищит. Мы чуть-чуть это опустим. Вот теперь он более-менее стал похож на бас. Вот здесь, может быть, нужно увеличить чуть добротность, хотя добротность единица. Нет, пока оставляем так. Теперь посмотрим, как к нему можно вписать кик. А вот здесь, наоборот, сделаем поуже. Ну, предварительно так. И вот что у нас получилось. Это бас. Ну, то есть, как бы вот мы ему подняли 75, он стал
фундаментом, а кик я поднял чуть выше. Кик у нас на 97 подъем, и плюс я и сделал большой щелчок на кик на 200. Без. Так, идем дальше. Дальше у нас снейр-драм. Снейр-драм у нас состоит из двух частей. Ну, вот здесь вот так задумано по аранжировке. То есть 1/3 из 3 снейр выделяет акцентом с реверберацией. То есть вот у нас есть один снейр. И второй. Посмотрим, как снейр у нас дружит с хэтом. Снейр ниже, хэт повыше. Наверное, вот этот акцент можно сделать чуть поярче. Но это будет понятно в общей массе. Еще у нас есть клэп. Ну и крэш. Ну, собственно, по ритм-секции все. Наверное, надо все-таки прибавить чуть-чуть снейр. Тогда второй снейр еще прибавить. 5. А хэт, наверное, чуть-чуть надо прибрать. Хэт -2, давайте -3 сделаем. Но опять же, это будет понятно уже потом в общем миксе. Пока это предварительный баланс, предварительная громкость. Крэш -3. Но крэш должна быть громче хэта. Так, хорошо. Ну вот, смотрите, мы выставили с вами стартовые громкости, потом мы выставили предварительный баланс ритм-секции, подружили по спектральному балансу кик и бас, подправили чуть-чуть рабочий барабан и подправили хэт. И вот что у нас получилось по ритм-секции сейчас. Это звучит вот так. Теперь давайте посмотрим пиано и гитара. Это два важных инструмента, которые основные несут и гармоническую, и ритмическую функцию. Вот это пиано. А это гитара. Ну вот, если мы их слушаем без обработки, то они прямо сразу сливаются в одно целое, и уже не поймешь, что это играет гитара или это пиано играет. Все размазано, все неопределенно и непонятно, да? Поэтому что мы сделаем? Первое, давайте займемся пиано. Пиано у нас будет ниже, гитара будет шелестеть чуть выше. Поэтому для пиано что нам нужно сделать? Нам нужно сделать эквализацию
сделать его чуть-чуть ярче и отдалить его за счет того, что мы подрежем низ, оно будет не таким тяжелым. То есть мы его облегчили. Подъем я сделал в районе 5 кГц, но я как бы какое-то время поискал эту полосу. Мне захотелось, вот, чтобы оно было поярче вот здесь. Вот этот провал на 300 Гц, он его делает не таким тяжелым. То есть если мы ему просто отрежем низ, то это будет грубовато. Оно теряет тело и становится очень тонким, поэтому так мы делать не будем. Но чуть-чуть снять с него вес нам все-таки надо. Это вот нижняя серединка. Теперь гитара. Тоже она очень большая и тяжелая. Она очень большая и тяжелая, она должна шелестеть где-то чуть-чуть наверху, то есть пиано пониже, а гитарка повыше. Поэтому здесь мы тоже применим эквализацию вот такую, то есть мы просто на ней подрежем низ и подрежем нижнюю серединку. И тогда вот эти струнки, они будут слышны достаточно четко. И она еще и отодвинется по плану, то есть она станет чуть-чуть дальше. Теперь смотрите, вот этот пиано и гитара уже вместе, в паре. Вот что у нас было. А вот что стало. Убрав вот эту тяжесть, мы фактически освободили место для кика, баса, возможно, там еще, может быть, будет пэд, еще какие-то инструменты. То есть мы очистили вот эту нижнюю часть спектра, и теперь гитара у нас и пиано переместились. То есть пиано чуть пониже, а гитара чуть повыше. Ну, вместе с ритмом это будет вот так. На этом на сегодня все. Смотрите продолжение в следующих видео. Всем пока, всем хороших миксов.